Февраль 2025 года. И всеми любимая Одесса. Також запрошуємо на екскурсію на накордонний селі, на Рубайський запрошуємо. Одесса – это не просто город, это улыбка Бога. Давайте любить и беречь этот поразительный город, построенный из рыжего камня, купающихся в ослепительно-рыжем солнце. Этот рыжий город, дарящий людям юмор, надежду и оптимизм. Знаете, эти слова принадлежат одесситу, одному из основателей юморины, Георгию Андреевичу Голубенко. И с этими словами невозможно не согласиться. Всем привет из Одессы. У нас сегодня достаточно прохладно, немного пасмурно, облачно, но все же это никак не мешает одесситам. Все равно в центре города много людей, и даже на Дерибасовской, как вы слышали, проходят экскурсии. Многие из наших зрителей интересуются, какой сейчас курс доллара в обменниках. Вот, покупка 41,50, продажа 42,90, а евро покупка 42,90 и продажа 43,90. Знаете, в мире существует добро и зло, существуют созидатели и разрушители. Люди-созидатели, они выдумывают что-то новое, строят, украшают этот мир, изобретают что-то интересное, то, что помогает людям. А есть разрушители, которые уничтожают людей, которые уничтожают красоту и стремятся только к тому, чтобы все вокруг было плохо. Я приехала к одному из самых любимых зданий, своих любимых зданий в Одессе, как зданию, которое является действительно жемчужиной архитектуры Одессы, одно из самых красивых зданий города. И хочу посмотреть, что же здесь произошло. Это здание у всех на слуху последнюю неделю, потому что по нему пришелся ракетный удар. Сейчас иду здесь по улице, и мне вот как-то энергетически прям даже немного как-то страшно. Видите, как вместо того, чтобы радовать своим великолепием, здания в Одессе должны сейчас, окна зданий в Одессе, быть с фанерой, потому что иначе никак. И это 21 век и прекрасный город Одесса. Слушайте, смотрите, какая на клумбах уже высокая зеленая трава. Посмотрите, такое чувство, что весна. А вот, собственно, отель «Бристоль». Городские службы продолжают здесь убирать, все стучит, все грохочет. Вон выбитые окна, здесь выбитые окна, сверху выбитые окна. Но так не видно сильных разрушений на фасаде, а все они внутри и со стороны. Здесь была огромная воронка, огромная яма, но все это закрыли фанерными листами. Слышно, что внутри идут работы, там просто разрушено все внутри, аж до первого этажа. Все 4 этажа, через все 4 этажа там завалы. Этот величественный отель начал строиться еще в конце 19 века, и ему сейчас больше 125 лет. И его проектировали известные архитекторы, это Александр Бернардаци и Адольф Минкус. Когда-то это заведение получило славу одного из самых престижных отелей Одессы. Это был первый 4-этажный отель в Одессе. И особой гордостью отеля было то, что здесь была установлена инновационная система отопления от
берлинской компании, которая позволяла гостям самим управлять отоплением в своих комнатах. А еще новинкой было то, что постояльцам предлагался автомобиль с личным водителем, который мог возить их по городу. Я пока снимаю видео, все время вижу, как изнутри выносят камни, выносят какие-то доски, там очень много всего пострадало внутри, во дворе, с фасада. Только окна так выбиты, а внутри там такие сильные повреждения. И знаете, иду здесь, и мне не верится, такая какая-то атмосфера тяжелая, не очень приятная. А раньше всегда это здание ассоциировалось с чем-то светлым, с чем-то хорошим. Хочется надеяться, что очень быстро пройдет его реконструкция, и снова все вернется так, как и было. Бристоль посещали известные во всем мире люди. Это и Анри Барбюс, и Софья Блюфштейн, известная как Сонька Золотая Ручка, и американский романист Теодор Драйзер, и писатель Джеймс Олдридж, и также многие другие. Всех, конечно же, перечислять не буду. Здесь снимались культовые фильмы, известные тоже во многих странах. И с 2022 года по 2010 год здесь была очень сильная, существенная реконструкция. И в 2010 году, в принципе, снова начал работать Бристоль для жителей города и гостей города из всего мира. Для соблюдения максимальной аутентичности во время реновации были использованы архивные фото, и даже мебель, ковры и обои приобретались у тех же производителей, что и при строительстве в конце XIX века. А почему отель называется Бристоль? Он назван был так. Когда-то в Австрии тоже был отель Бристоль, и туда приезжала знать и очень богатые люди. Вот решили и в Одессе создать отель с таким же названием. Я когда раньше снимала видео в городе, я всегда считала, что центр города, особенно тот центр, который под защитой Всемирной организации ЮНЕСКО, ну, что здесь безопасно и никогда по нем ничего не будет прилетать, потому что, ну, у кого поднимется рука атаковать такие прекрасные здания. Но видите, как я ошибалась, и вот даже сейчас, несмотря на то, что городские службы все убрали, все равно здесь как-то находиться неприятно. Наверное, нужно время, чтобы одесситы отошли от этого ужаса и от этих негативных эмоций. А вот филармония пострадала, в ней тоже вылетели двери, окна, там есть фото. Пострадало, по-моему, 15 памятников архитектуры в Одессе. Видите, здесь здания, которые находились рядом, у них тоже повылетали окна. Люди сидели в ресторанах, люди работали в салонах. Очень много стекол вокруг, и очень радует, что хотя бы люди остались целыми, невредимыми и живыми. В Одессе сегодня холодно, морозно. Ночью обещают температуру до минус 30 градусов, до минус 6 градусов, извините. Хорошо, что не минус 30. Но днем все-таки обещают плюсовую температуру. Иду, думаю, что так приятно, вкусно пахнет вафельками. А это же, конечно, одесская профитролька. Видите, все стучат, все стучит, люди забивают. Вижу, здесь тоже пострадало окно. Видите? И здесь монтируют новое. Абсолютно нету стекла. Оно просто вылетело от взрыва. А вот люди и меняют стекла. Везде все стучат, все стучит. Идут работы и ликвидируют последствия ракетной атаки. Отражаю. Иду и посмотрите, какая классная мусорка. Трость и шляпа. Класс. Обожаю такие всякие штучки, и когда идешь, на них часто обращаешь внимание, и они являются необычными, несмотря на то, что это мусорка, все равно вот очень интересно взглянуть. Последние дни в Одессе относительно спокойно, хотя в области это далеко не так. Вчера во время воздушной тревоги в город Южный, в жилой дом прилетела ракета, есть пострадавшие и погибшие. Ночью
в Одессе снова была воздушная тревога и была угроза дронов для города, а с утра снова тревога и была угроза баллистики. До сих пор многие не могут поверить, что мы сейчас живем в такое непонятное и абсурдное время, и что по Одессе будут прилетать ракеты, как в фильмах. И сейчас очень многие одесситы и в целом люди, которым не безразличен этот прекрасный город, все чаще задаются вопросом, что же будет с Одессой, если продолжатся такие разрушения. Все-таки Одесса и туристический город, и это жемчужина Украины, и в Одессе богатое культурное наследие, в Одессе шедевры архитектуры, которые украшают город еще со времен его основания. И каждому неравнодушному человеку очень хочется, чтобы как можно дольше эти все строения сохраняли и радовали нас и гостей города своей уникальностью и великолепием. Слушайте, снимаю для вас видео и просто не могу поверить своим глазам, может в камере немного видно. Наконец-то в Одессу хоть немного дошел снег, сыпется такая мелкая крупа, но хоть какой-то снег есть, а то что за зима без снега? Сегодня, наверное, у одесситов немного появится зимнее настроение. Несмотря на то, что в Одессе очень холодно, и будний день, кстати, все равно ходит большое количество людей. Классно и искренне радостно то, что город живет, люди есть, кто-то вернулся, кто-то собирается возвращаться. В целом, хочется верить только в лучшее. Всем хорошего дня и до встречи в следующем видео.